Всем привет! Ну что, мы стартуем. Сегодня у нас новый сетап. Как вы видите, у нас новый офис. Попробуем, насколько это эффективней и интересней. Начнем, как обычно, с вопросов, которые вы прислали раньше. Благо, у нас не было стрима уже где-то 1,5 месяца. На них я отвечу быстро, а потом буду рассказывать по вопросам, которые вы зададите мне прямо сейчас. Ну что, поехали? Сколько я вопросов накидал. Так, первый вопрос. К чему кейсы на реальном интервью ближе? К кейсам Виктора Ченга или из кейсбуков? И что делать с высокой сложностью кейсов из кейсбуков? Ну, смотрите. Во-первых, непонятно, что вы имеете в виду под кейсами Виктора Ченга. Если те, которые он разбирает в Ломс, ну да, там достаточно простые они. Если те, которые он продает отдельно пэком из 6 кейсов, то там они вполне себе приличные. Оттуда брать кейсы стоит. Второй момент. То, что кейсы в кейсбуках сложнее. Ну, у меня нет такого впечатления, если честно. Я подозреваю, что они менее проработаны, часто бывает в кейсбуках, и из-за этого кажутся сложными. Но третий момент – это то, что на самом деле на интервью вы должны готовы решать что угодно с точки зрения кейсов. Там не будет какой-то rocket science, либо сумасшедшей математики, либо каких-то умопомрачительных расчетов. Везде все будет достаточно логично, и все, что вам потребуется, это лишь нормально структурировать, проанализировать данные, посчитать, синтезировать, сделать выводы. И это можно сделать по любому кейсу. Поэтому что делать со сложными кейсами из кейсбуков? Брать и решать так, чтобы потом они от зубов отскакивали, и на интервью вы могли показать себя просто на 100%. Так, материал на тему Big 3 для гуманитариев или юристов или нечто в этом роде. Интересный вопрос о возможности карьеры в консалтинге или уходе как перспективы финансы с юридическим бэкграундом. Ну, смотрите. Материалы для юристов мало чем отличаются от других материалов по консалтингу. Там, готовитесь к тестам, готовитесь к кейсам, готовитесь к фит-части. CV пишите. Ну, собственно, все. Единственное, на чем, возможно, нужно сделать акцент юристам, так это на математике. Помните, я рассказывал, что консультант и бизнес-аналитик – это, по сути, поэт и квант, технарь-математик. Вот юристы, они все-таки больше poets. Люди, которые умеют здорово коммуницировать вещи, анализировать кучу информации, агрегировать ее, делать из нее выводы, но при этом с данными работать им гораздо тяжелее. Вот эту работу с данными как раз и нужно подтянуть. Если вы ее подтянете, а именно потренировавшись решать математику, вот у нас на курсе по математике, на курсе по PST, либо GMAT прорешав, то, в принципе, вы закроете свою слабую часть, юридическую, скажем так, а в остальном вы ничем не отличаетесь от других кандидатов, а может быть даже имеете преимущество, потому что говорить умеете, в отличие там от ряда ребят с техническим бэкграундом. Поэтому материалы, GMAT и все остальные материалы, которые решают ребята с другими бэкграундами. В каких еще компаниях, отраслях могут пригодиться навыки консалтинга? Навыки консалтинга, точнее бизнес-аналитика, в принципе, везде нужна. В любой индустрии, которую вы назовете, банки, телеком, FMCG, ритейл, IT-компании, тот же oil and gas. Везде нужно анализировать данные и принимать на их основе решения. Менеджмент есть везде, топ-менеджмент есть везде. Соответственно, поддержка топ-менеджмента тоже есть везде. То есть, на самом деле, в любой компании вы можете работать аналитиком, бизнес-аналитиком, продакт-аналитиком и тому подобное. Единственное, в последнее время наблюдается тенденция усложнения аналитики. Теперь просто посмотреть на файл в Excel и сделать какие-то выводы недостаточно. Теперь нужно понимать хотя бы, как подгрузить данные, например, с помощью Python, достаточно большие данные, которые тяжело обработать в Excel, и посчитать какие-то вещи там, сделать какую-то простую аналитику. При этом вам не нужно обладать какими-то сумасшедшими познаниями в Data Science, например, или в какой-то сложной математике. Нет. Но при этом навыками пользования Python и анализа данных из Python, конечно, стоит пользоваться. То есть, если вы такой аналитик, который имеет опыт в консалтинге и при этом еще может анализировать данные не только в Excel, то вы много где найдете себе применение. Если вы не умеете это делать, то скорее учитесь. Скоро без этого не обойтись будет.
Так, понимаю, что скрининг пройду, если только закончу топ-магистратуру. Какая будет предпочтительнее и можно ли ее заменить сертификатом CFA? Скрининг, очевидно, в консалтинг. Но сертификат CFA, если честно, не очень ценится. Ну, nice to have, здорово, если есть, но все-таки смотрят больше именно на магистратуру и желательно еще и на бакалавриат. Понятно, почему смотрят на образование, потому что есть некий отбор. Ребята более целеустремленные, которые лучше учились, которые больше готовы пахать, идут потом в более крутые университеты, магистратуры. Понятно, что нет абсолютной корреляции между тем, насколько ты успешен в жизни и где ты учился. Конечно. Но некоторая корреляция есть. И компании это замечают, и поэтому они смотрят, чтобы взять кандидатов из хорошего вуза, что они считают, а это в основном московские, питерские вузы, и потом уже взять к себе на работу. Поэтому CFA заменить вряд ли получится. Образование, я бы советовал, если образование такое, что оно совсем нигде не котируется, то попробовать получить магистратуру там, в той же вышке. Может быть, даже заочно. Может быть, магистратуру... Про МГИМО не уверен, там так себе магистратура, но... может быть, какую-нибудь техническую магистратуру, кстати. Технические магистратуры очень здорово котируются, если, конечно, будет время и силы. И с ними пройти скрининг будет сильно проще. А если вы еще пойдете в магистратуру в какой-нибудь зарубежный университет, то пройти скрининг будет вдвойне легче, потому что топовые зарубежные университеты котируются в консалтинге еще лучше, чем обычные, наши российские. Так, расскажите, пожалуйста, что лучше всего закончить, чтобы пойти работать в консалтинг или IB? Ну, то же самое. Топовые университеты в России, а лучше не в России, где-нибудь в Европе. LSE отлично зайдет, Бакони отлично зайдет, Сент-Галлен. И, кстати, не только Сент-Галлен. Сейчас сходу не вспомню, но есть еще достаточно много университетов, например, в Голландии, в Германии, в Испании, во Франции, которые котируются очень хорошо. И после которых в IB пройти будет вполне себе возможно. Тем более там в IB в Лондон запросто на собеседование позовут после какого-нибудь итальянского универа или даже голландского, немецкого, французского. После российского вряд ли, если честно. Так вот. После российского вряд ли, а вот после зарубежного запросто. Поэтому, если хотите в IB, езжайте в LSE или хотя бы в Баконе. Так, скажите, пожалуйста, есть ли, на ваш взгляд, вероятность поступить в ШАТ человеку вообще без образования, если нагнать необходимую базу по книжкам самому? Есть, но очень тяжело. Заботать столько математики совсем с нуля я не вижу возможным, если честно. То есть даже я, когда ботал в ШАТ, я все-таки ботал не с нуля, у меня была база еще со школы и с олимпиад АЦМ по программированию. То есть, в принципе, эти вещи не были абсолютно новыми для меня. Там Линал был новым, Матан был новым, но и то не до конца. А программирование мне было и так знакомо. Поэтому без этого всего, как бы я поступил, не знаю, если честно. Не знаю, и, возможно, было бы достаточно проблематично поступить. Я, если честно, не знаю человека, который бы сам это все заботал с нуля. Но если такие люди есть, я буду очень рад с ними познакомиться. В общем, так скажу, если у вас есть время, несколько лет и желание, и при этом еще какой-то небольшой хотя бы талант в математике, то возможно. Если математика вас вообще не дается, и сейчас вы уже работаете, и времени на то, чтобы учиться и ботать у вас нет, то тогда не стоит пытаться. Так, продолжение вопроса. Является ли обучение в школе, ну это, видимо, анализы данных, необходимым, а также достаточным условием для дальнейшей успешной работы с глубоким пониманием происходящего? Нет. Вполне можно выстроить себе карьеру в Data Science, вообще не обучаясь ни в каких школах. Но при этом все-таки глубокое понимание, наверное, более глубокое будет, если вы ШАТ закончили. Либо если вы закончили тоже какую-то жесть, например, там PhD по физике или по математике. Тогда вы шарите, тогда вам не нужен ШАТ, в принципе. Ну, нет, ШАТ полезен, но без него можно обойтись. И все равно будете глубоко шарить. Плюс вы можете не так глубоко шарить и многие вещи постигать на практике. Тогда ШАТ тоже не нужен, но, возможно, будете утыкаться в какие-то концепции, которые не будете понимать, а просто которые придется брать на веру. Ну окей, ну так, в принципе, люди работают и нормально работают, и становятся там
тимлидами, тег-лидами и растут дальше. То есть можно обойтись, в принципе, да. Если все же есть альтернатива, то насколько разнится отношение к самоучке и выпускнику ШАДа при устройстве в Яндекс? Но в Яндекс, конечно, лучше берут из ШАДа. Самоучек берут только если у вас есть уже опыт работы достаточно хороший в анализе данных. Иначе рассматривать не будут. Тот же Яндекс недавно запустил какие-то курсы по подготовке к анализу данных, вроде как от ШАДа, но на самом деле не ШАД, вы проходите их удаленно. И там же у них на сайте написано, берет ли Яндекс после этих курсов? Их ответ – нет. Вам нужно сначала получить должный опыт. То же самое будет здесь. То есть самоучке придется пробиваться самому. Самоучка, самопробивайка. Не значит, что не получится, вполне возможно и получится. Но, конечно, ачивки нужно насобирать еще. Так, почему стажеров такая маленькая зарплата? Ну, потому что их учить еще нужно, они еще не шарят сами, и приходится инвестировать время и ресурсы более опытных менеджеров, чтобы их научить. По сути, на самом деле, в некоторых компаниях стажерам был бы смысл платить за то, что они имеют право работать, они должны получать зарплату. Например, в Яндексе, мне кажется, можно работать бесплатно, чтобы поучиться. Поэтому там 30-60 тысяч мало, да, но при этом там будет очень крутой опыт, после которого будете работать где угодно в IT-сфере. Поэтому игра стоит свеч. Так. Прохожу отбор в 4, филиал, не в аудит, а что-то типа консалтинга, форенсик или риски. Скорее всего, это саппорт-отдел для московского консалтинга. Имеет ли смысл переходить туда с табачки или расти внутри одной же сферы, в какой-то момент, имея неплохой опыт и достижения, перепрыгнуть в консалтинг? Ну, я, если честно, не вижу большой связи между форенсик в 4 и консалтингом. Ну, она, конечно, есть, но при этом, если вы работаете в FMCG и там табачке, ничего... Связь будет не меньше, скажем так. И если вы там еще круто будете работать и покажете классные результаты, то это будет даже лучше. Не надо никуда скакать, и в одной сфере вы покажете, на что вы способны. Перейти в 4 в консалтинг, наверное, есть смысл, поскольку 4 консалтинг все-таки достаточно близка к 3 консалтингу. Но при этом перейти в 4 в форензик из FMCG, табачки, ну, мне кажется, нет большого смысла. Так. Отлично! Мы разобрались с вопросами, которые вы прислали заранее, а теперь пройдемся по вопросам, которые сейчас только что накидали. Насколько важно развивать навыки продаж? Смотря кому. Но вообще, я думаю, что важно всем, но в разной степени. Если вы работаете в продажах или у вас какая-то своя компания, то продавать нужно будет обязательно, поскольку продажами как раз и занимается в основном топы. Топ-менеджмент в большинстве компаний, там, связанных с оказанием услуг, например. Да и даже с IT-компаниями, когда вы начинаете, вам нужно все равно что-то продавать. Когда вы открываете свою компанию, вам нужно продавать свою идею другим людям. И быть таким евангелистом в рамках сначала небольшой группы людей, потом все расширяющейся. Это все тоже навыки продаж. Продавать свою идею в рамках компании, в которой работаете, например, менеджеру, начальству. Конечно, нужно. Если не умеете продавать себя, свои идеи, то вряд ли что-то из этого выйдет в вашей карьере. Соответственно, продавать нужно из себя, когда устраиваетесь на работу. Вам и зарплату выше дадут, если хорошо себя продадите, и в компанию лучше пойдете. Конечно, продавать уметь нужно. В какой степени кому? Ну, по-разному. То есть, например, если вы идете на какую-то техническую позицию, понятно, что вам нужно обладать техническими навыками в начале, а потом уже софт-скиллами. Но при этом софт-скиллы тоже нужны. Если вы идете на какую-то софт-скилловую позицию, там те же продажи и, может быть, маркетинг в какой-то степени, то вам нужно, конечно, обладать навыками продаж. Вообще полезная штука. Я думаю, что ими стоит обладать всем. Так. Скажи, пожалуйста, что думаешь о карьере в бизнес-интеллигенс в аналитике? В бизнес-интеллигенс-аналитике. Но, насколько я понимаю, бизнес-интеллигенс — это не совсем data analysis. Бизнес-интеллигенс — это как бы анализ прошлого. Я здесь могу ошибаться. Я кое-что про это читал, но не так много. А вот там какой-то predictive analytics — это прогнозирование будущего. Опять же, карьеру выстроить там можно и интересно, потому что вы работаете с данными, и весь мир будет в будущем на данных. Он и сейчас уже на данных, чем дальше, тем больше. Но здесь, опять же, имеет смысл вспомнить мою фразу про умение технически обрабатывать данные. То же самое, что говорил для консультантов. Вот это нужно будет уметь
иметь навык, уметь вам в любом случае в бизнес intelligence, поскольку потом из бизнес intelligence вы можете перетекать в что-то более предиктивное, аналитическое, после этого идет что-то более стратегическое такое, а из этого уже может вытечь какой-то и менеджмент. То есть вы пойдете на менеджерскую позицию и дальше будете расти в рамках компании, это уже круто. И это уже такой определенный career-трек. Но здесь нужен вот этот навык работы с данными. Соответственно, если его приобретете, то можете чувствовать себя достаточно комфортно в бизнес intelligence. Если нет, то есть риск, что вы в бизнес intelligence и задержитесь на обработке Excel, которая все-таки не так много еще проживет. Ну, не так, она проживет еще долго, но и расти из нее будет проблематично. Так. Заканчивая бакалавриат среднего вуза, нефтегазовую специальность. Стоит ли сменить вуз в магистратуре для успешного прохождения скрининга резюме в Big 3? На какой? Спасибо. Да, стоит. Если вуз средний, то, конечно, гораздо лучше, гораздо больше шансов у вас будет пройти, если вы пойдете в вуз с бренд-нейм. Опять же, вы идете в тройку за бренд-нейм. Давайте скажем честно. Зачем идут в тройку? В тройку идут, чтобы получить красивую строчку на резюме, поучиться кучу всего, а потом выйти и говорить, я работал в тройке. То же самое тройка хочет от вас получить. Она хочет получить крутых ребят, которые учились здесь, а еще они в этом шарят, а еще они вот этом шарят, а еще они вообще такие супер-мега-мозги, чтобы потом этих крутых ребят продавать подороже клиентам. Вот вам нужно себя таким парнем или девушкой подороже показать. И топовая магистратура здесь очень сильно подойдет. Так как и вы смотрите на бренд, они тоже смотрят на бренд. Поэтому бренд получаете. Учились в среднем вузе, не стоит там идти в магистратуру. Идите в топовый вуз в магистратуру. Так, есть ли возможность перевода из московского офиса McKinsey в офис другой страны? Да, есть, но очень проблематично, если честно, поскольку механизм перевода в другой офис завязан на принимающем офисе. Должен быть какой-то человек, который за вас впряжется и очень будет вас поддерживать и просить, да, переведите его ко мне, переведите его ко мне, переведите его ко мне. То есть у вас должна быть такая жесткая поддержка. Сформировать эту поддержку тяжело, если вы работаете только в московском офисе. То есть вам нужно несколько лет поработать в разных офисах, на разных проектах, может быть, поделать какую-то ротацию, и после этого можно попробовать переводиться. У меня были коллеги, уже не коллеги, просто друзья остались, которые работали в московском офисе, перевелись менеджером в Лондон, например. Вот один мой хороший друг так сделал. Но он много делал проектов за рубежом. Вот я делал много проектов по private equity, он много делал проектов по фарме. Так что в России он почти ничего и не делал. И в итоге, конечно, у него сформировался пул партнеров, которые с ним работают, которые готовы его взять к себе где-нибудь там в Швейцарии, в Германии, в Лондоне. И он перешел. Другое дело, что там уровень цен такой сомнительный, что там с точки зрения опыта ему нравится, а с точки зрения денег, конечно, тяжело. Но, тем не менее, это возможно. Знаю еще один кейс, посмотрите интервью с Антоном Урбанасом. Можете вбить прямо в поиске Антон Урбанас и попробовать найти его интервью. Там он как раз рассказал, как он просто взял, переехал прямо в офис в Бостон буквально чуть ли не в отпуск и ходил там, просил, чтобы его взяли на проект. Его в итоге взяли. Но это непросто, поскольку вас вряд ли кто-то так за раз возьмет и отпустит на другой проект, тем более в другую страну. Если вас берут в московский офис, вы будете в московском офисе в основном и работать. И работать с клиентами в Москве, либо там по России. Но вряд ли вы поедете особо куда-то в Лондон, если только сильно сами не будете пушить эту тему. Эту тему пушить непросто, но возможно. Я бы сказал, что перевестись в другой офис по сложности примерно то же самое, как пройти отбор в McKinsey с нуля. То есть примерно такая же сложность. Вот вам нужно было сделать вот такой прыжок, чтобы попасть в McKinsey. Теперь такой же прыжок нужно сделать, чтобы перевестись. Но при желании это возможно. Так. Дальше смотрим. Запись стрима сохранится в канал? Да, сохранится. Много ли сокурсников отчислили после первого семестра в ШАДе? Мне кажется, человек 60. Но я могу ошибаться, более точно, я думаю, скажет Стас на дне открытых дверей. По-моему, около 60, что-то такое. Так, какие условия для поступления в магистратуру в Баконе, LSE, ХЕК? Мала ли вероятность успешного поступления на грант? Ну, смотрите, я поступил на грант в Баконе
То есть я учился бесплатно, и мне еще платили 10 тысяч евро в год. Это не покрыло все мои расходы на жизнь, например, там арендовать квартиру нужно, и здесь мне помогли родители и младший брат. Серега, привет. Но, в принципе, расходов было не очень много, я буквально там 5 000 евро потратил денег брата, и я потом ему быстро отдал, когда пошел в McKinsey. То есть кредит я никакой не брал. Поэтому грант получить можно, все он не покроет, но при этом учиться будет вполне себе комфортно, вот в отличие от той ситуации, которая у меня была со Стэнфордом, например. Там такой грант мне, конечно, никто не даст большой. Так. Та-да-да-да-да. Потом выложишь лайв? Да, выложу, конечно. Он автоматически выкладывается. Не то, что я могу что-то сделать, сказать, нет, не выкладывайся. Не, я могу, конечно, нажать отменить выкладывание видео, конечно, удалить, но я это не буду делать. Если какую-нибудь глупость не скажу, но вроде ничего пока особо такого глупого не сказал. Поэтому да, будет. Так, дальше. Ой, что-то у меня тут скачет. No data. We are not receiving. Так. О, заработало. Прошу прощения, я пытался понять, что не работает, вроде как сейчас все работает. Так, дальше. Сколько вопросов. Так. Можете посоветовать несколько учебников и задачников по Матану, Линалу, Терверу для начинающих? Сходу Кострыкин по Линалу, по Терверу мне очень понравился Фейлер, но он достаточно сложный. Есть еще конспекты Мехмата, Вышки, МФТИ. По Матану Зорич, если вы его переварите, то он прекрасен. И обязательно алгоритмы. Корман. Кормана обязательно читайте. Здоровущая книга, но она того стоит. Без Кормана заниматься программированием идти в шат нельзя. А вообще посмотрите мое видео про учебники, которые используют для подготовки в шат. Вот там они все представлены, я их про них рассказал, показал. Думаю, что лучше рассказать, чем тогда рассказал, вряд ли смогу. Так... MBA INSEAD только в B3 ценится. Big 3, возможно, знаешь, какие-либо MBA, кроме Стэнфорда, ценятся в IT? Но в IT ничего особо не ценится, по-моему, из MBA. Ну, опять же, зависит, наверное, от позиции. Ну, я не уверен, если честно. Но вообще в IT-компании идут из MBA тоже, ну, из тех же крупнейших вузов, из Гарварда, Стэнфорда, из MIT, из Чикаго и прочих. Из INSEAD, наверное, поменьше, просто потому что INSEAD все-таки он больше людей берет, там отбор проще, и кроме того учится всего 1 год. Поэтому INSEAD, наверное, ценится поменьше, но в целом я бы еще уточнил у приемной комиссии и посмотрел бы, какая у них статистика по трудоустройству. Так... Речь не о Data Science специальностях, а Business Development. Да, понял, что не Data Science. Я бы сказал, что, наверное, вот топ-10 бизнес-школ ценятся. Ну и другие тоже ценятся, но там больше фактор вашего нетворкинга работает. То есть если хорошо с кем-то познакомитесь и выбьете интервью, будет легче, и вас могут взять из другого университета, там, менее известного. Но, конечно, сами рекрутеры больше тусят на кампусах крупных универов, крупных MBA-программ. И, кстати, не только MBA-программ, а, в принципе, крупных универов. Например, Yale, он, может быть, MBA там не так известен, но при этом сам универ очень крутой. Поэтому, скорее всего, рекрутеры там будут тусить, и можно с ними там законнектиться. Поэтому стоит смотреть вообще на размер вуза и его авторитет, а не только на авторитет самой MBA-программы. Так, и General, так, понял. Сколько зарплат у SBA и Junior Associate в McKinsey? У SBA 300 где-то, 200-300 тысяч. Ну, примерно. У Junior Associate примерно столько же. У Associate там будет где-то 500, наверное. Но опять же, там цены будут меняться, зарплаты будут меняться в зависимости от того, там,
какой у вас перформанс, как вообще дела у офиса обстоят, это для бонусов. Ездите ли вы в командировки? Командировки, кстати, тоже огромная часть зарплаты может быть, если вы ездите и особо не тратите командировочные. Но в целом примерно так. 200-300 SBA, тот же Junior Associate, а просто Associate он будет 450-500 и там примерно плюс-минус. Так, база по программной инженерии поможет в поступлении в ШАТ? Я не знаю, что такое программная инженерия, если честно, но звучит жестко. Соответственно, если это действительно настолько жестко, насколько это звучит, то, конечно, поможет. При поступлении в ШАТ важно, чтобы мозги ворочались в математическом, техническом направлении, скажем так. Должны понимать какие-то азы Червера, Линала, Матана. Ну, Линал даже можно заботать, я Линал заботал с очень низкого уровня. Матан что-то знал, Червера знал более-менее. Алги знал. Соответственно, если у вас что-то вот такое есть, то есть не прям совсем ноль и какое-то есть понимание техническое того, что происходит, то да, это поможет. Если программная инженерия это что-то, я не знаю, совсем гуманитарное, то тогда вряд ли. Так. Стоит ли идти работать в консалтинг с последующим переходом в Data Science? Не вижу смысла. А зачем? Казалось бы, Data Science одно, консалтинг другое. Ну, тут есть некие пересечения, но Data Science это более техническая аналитика такая. Консалтинг это более бизнесовая, может быть, даже отчасти гуманитарная аналитика, где нужно правильно донести месседж, понять, что говорит клиент, понять, что нужно сделать, оценить бизнес-эффект и тому подобное. А Data Science это более конкретно взять и сделать это со сложными данными, обработать это там в разных библиотеках, может быть, потом еще и в продакшн запихнуть. То есть это не совсем одно и то же. Я бы сказал, что, может быть, есть смысл идти в консалтинг, потом в Data Science, если вы хотите занимать какую-то управленческую, аналитическую позицию и чувствуете, что вам технические навыки там нужны. В целом, если вы хотите просто заниматься бизнесом, стратегией, управлением, то это в консалтинг. Если вы хотите заниматься всякими крутыми техническими штуками, в чем, собственно, и будет, я не знаю, будущее развитие технологий, и работать там в state of the art, работать над state of the art технологиями в крутых компаниях типа Яндекса, может быть, Сбер, может быть, Mail.ru, там, я не знаю, сколько там они крутые, Яндекс точно крутой, то тогда Data Science. Так. В какой индустрии или на какой специализации в консалтинге работать, чтобы максимизировать шансы с этим опытом стать востребованным за границей и уехать работать туда? Технические, технологические отрасли нужны. Фарма, потом какой-нибудь IT, technology, может быть, digital, может быть... Финансы, тот же private equity. Вот после private equity меня звали на собеседование в Лондон. Хотя я не работал там формально в Лондоне, у меня там были... Фактически у меня были там проекты, но формально я был сотрудником московского офиса. То есть фарма, technology, finance, что там еще может быть такое технологичное? Какая-нибудь advanced analytics, типа, может быть... Что-то связанное с программным обеспечением, вообще с софтом, да. Что-то связанное с искусственным интеллектом, да. Ну, короче, чем более такие навороченные темы, находящиеся в передовой развития экономики и при этом требующие какие-то такие нестандартные технические навыки, тем лучше. Технарей из постсоветского пространства очень любят. И людей, работавших как-то с технологиями с постсоветского пространства, гораздо больше любят, чем те, кто возился все время, работал в oil and gas или в каких-то там тоже стандартных индустриях. Я не знаю, FMCG специалистов в Европе, в Америке и так полно. А вот технарей бывает не хватает. Так, сколько часов потратили на подготовку к математике для ШАТ? 370. Про это даже отдельное видео где-то было. Так, кому и когда имеет смысл идти в DS отделы в Big 3? Не знаю, если честно. Но я бы пошел в Big 3. Окей, я и пошел в Big 3. Был там все-таки в консалтинговом направлении. DS, мне кажется, что там у них нету какого-то конкурентного преимущества над другими компаниями. Может быть, оно появится, но пока я его особо не вижу. То есть, если делать крутой какой-то DS, state of the art и все прочее, то это, наверное, пойти в Яндекс.
Да, в Сбербанк, ну фиг его знает. Там много DS-ов, но, по-моему, они делают все подряд и не всегда интересно. Какую-нибудь, может быть, еще технологическую компанию. Если просто заниматься DS, ну, таким более простым, скажем так, промышленным, типа там аналитика в банках, в телекоме и тому подобное, то я не вижу, чем консалтинг лучше, чем, например, работать в X5. Тем более, что в X5 еще и крутая команда во главе с Валерой Бабушкиным. Валер, привет. Я думаю, что вот там как раз работать будет очень круто и круче, чем в тройке. Может быть, есть еще какие-то преимущества, но я пока не вижу, если честно. Работаете вы там меньше, понятное дело, все равно не как консультанты, но и зарплата тогда меньше. Так, какой механизм назначения консультантов на проекты в McKinsey? Ну вот у вас есть какой-то опыт. Этот опыт, конечно, записан там в базе данных. Про него знают менеджеры. Менеджеры ищут себе команды и думают, о, вот этот чувак круто шарит в этом направлении, вот эта девушка хорошо шарит в этом направлении. И этот менеджер обзванивает всех и зовет, пойдем ко мне на проект. И продает вам проект, пытается убедить вас. Вы говорите, ну да, почему бы и нет, соглашаетесь, потом вы сообщаете отделу Human Resources, называется стаффинг, что вы идете на проект и работаете там. Вы можете не согласиться с тем проектом, на который вас зовут, и сказать об этом менеджеру. Менеджер наш на это может сказать, ну ладно, я найду кого-нибудь другого, а может сказать, нет, слушай, ну ты нам нужен. И вы можете начать с этим спорить, и если у вас есть какие-то аргументы про то, чтобы про это поспорить, то есть, например, вас берет другой какой-то влиятельный проект, то ок. Если же у вас других аргументов нет, кроме как просто не хочу идти, ну, разок это сработает, а на другой вам придется идти уже и делать этот проект, на который вас зовут, просто потому что в консалтинге client first. То есть интересы клиента всегда идут в первую очередь относительно интересов консультантов. Вот есть у вас какой-то крутой навык, который принесет пользу в шахте угольной? Вот извольте ехать в угольную шахту и делать этот проект, потому что вы там наибольшую пользу принесете клиенту и, соответственно, компании. Если вы всю жизнь работали в банках, а теперь хотите работать, я не знаю, в диджитал, в IT-сфере, но при этом у вас там нет никакого опыта, вас тоже вряд ли поставят на такой проект, потому что там вы принесете ноль пользы, а в банках вы принесете уже хорошую пользу. Собственно, в зависимости от вот этого вашего опыта и возможности приносить пользу, определяется проект, на который вы пойдете, на который вас позовут и на который вы в итоге окажетесь. Если в DS-специализации, как в программировании, где нужна разная теоретическая база, технические навыки, легко перейти из ритейла, допустим, в алготрейдинг. Но алготрейдинг это не совсем DS, наверное, это даже совсем не DS. Где нужна разная теоретическая база и технические навыки? Но технические навыки и хорошая теоретическая база нужна в Computer Vision, например. Там достаточно сложные данные. И, скажем так, сложные еще потому, что они занимают большие объемы, и вот это любое видео, которое нужно анализировать, особенно какой-нибудь self-driving cars, его очень тяжело обрабатывать, оно здоровое. Это вам не просто какую-нибудь табличку запихнуть в алгоритм и просчитать. Здесь нужно делать это именно технически эффективно. И вот для такой работы, особенно если вам это еще в продакшн потом нужно запихнуть куда-то, нужно уже обладать какими-то более крутыми техническими навыками, чем просто Python. Например, там знание тех же плюсов и знание каких-то алгоритмов и эффективных структур данных, чтобы работать с плюсами в рамках этих структур и эффективно обрабатывать видео, делать из него какие-то выводы. Видимо, обработка речи также, технические навыки прям нужны неплохие, но меньше, опять же, чем в обработке видео. Deep Learning, наверное, требует тоже определенной сноровки, понимания технических наук. Но, в принципе, там, наверное, тоже можно обойтись в какой-то степени просто практическими наработками. А в стандартной работе, там, например, где-нибудь в ритейле, я здесь могу ошибаться, конечно, и опять же, это вопрос лучше задать Валере. Но я думаю, что там, конечно, требования к техническим навыкам и теоретическим знаниям будут поменьше, чем в том же Computer Vision. Что думаешь насчет... Ой, так, проскочило. Так, куда-то все поехало. Так, что-то я потерялся. Почему я-то потерялся?
Во, нашел, отлично. Что думаешь насчет карьеры в SAP? Не консультант. Офис находится в Праге, позиция PM в данный момент. Какие перспективы могут быть и какие возможности в случае выхода из компании? Ну, я думаю, что там главная сложность, наверное, в том, что вы работаете с узкой продуктовой линейкой, но при этом с нормальными технологиями. Так, опять подвисло все. Ну вот тебе раз. И когда это заработает? А сейчас я секунду проверю. Проверю, как это работает вот здесь. А здесь это нормально работает. Так, ну в общем, шайтан машина сейчас должна заработать. Health is good. Turn off. Окей. Так, продолжаем разговор. Куда пойти после SAP? Знаете, я, наверное, не буду врать, я не достаточно компетентен, чтобы советовать про SAP и куда потом пойти. Мне кажется, что чем больше вы наработаете навыков, как они правильно называются, транзитивные, что ли, вот, которые применить можно еще в разных местах, а именно понимание технологий, но при этом еще и soft skills, и желательно еще и связи какие-то в рамках клиентов, то вы можете много куда перейти, опять же, к тем же клиентам. Если не будет вот таких навыков, наработанных на широкой сфере применимых, а будут только навыки работы с вашей продуктовой линейкой, то перейти, наверное, будет меньше куда возможно. Но опять же, я честно скажу, я не уверен, что компетентен здесь отвечать, поэтому ограничусь вот только таким комментарием. Так, дальше. Кейс. Образование и опыт работы в диджитал-маркетинге. Как перейти в разряд бизнес-аналитиков? У вас классная серия видео про навыки бизнес-аналитика, но не хватает конкретики, языки кодинга, курсы и тому подобное. Но конкретику вот мы сейчас как раз и делаем на курсах для корпоративных клиентов. Вот у нас там есть бизнес-аналитика, вот мы, собственно, ей и учим. Какие курсы можно погуглить, найти в Курсере, например, там про бизнес-анализ и Data Analytics, например. Языки кодинга, да ничего вам не нужно, кроме Python для аналитики. Вам не нужны никакие жесткие плюсы или даже Go или там ничего подобного. И фронтенд языки тем более. Что еще нужно, чтобы перейти? Я думаю, что нужно определиться с позициями, куда вы хотите перейти, и посмотреть, какие там требования. И исходя из этих требований уже готовиться. То есть я могу вам, конечно, рассказать какие-то очень общие вещи, но мне кажется, что я их и так уже рассказал в видео про навыки аналитика. Вот эти навыки все и нужно прокачивать. А где конкретно и что конкретно важно, тут нужно посмотреть именно позицию, которая вас интересует. Там в консалтинге там понятно, что нужно подготовить. Там в каком-то, я не знаю, на аналитика в Яндекс там тоже понятно, что нужно. Там чуть больше будет как раз навыков кодинга, чуть меньше навыков коммуникации, наверное. Но, опять же, смотрите позицию конкретную. Так, какие вопросы можно задать работодателю, чтобы понять перспективность работы у него? То есть не сломается ли он, не закроется ли он? Я думаю, что вопросы нужно задавать наиболее прямо, поскольку это избавляет вас от всяких недоговоров и от всякого недопонимания. Если вас что-то смущает у работодателя, что-то смущает его перспективность, раз вы задали мне такой вопрос, то значит есть такой фактор. Вот нужно про этот фактор и спросить. Если смущает там то, что компания небольшая, нужно узнать, какие у него клиенты. Если смущает перспективы трудоустройства после компании, спросить, а где работают выпускники компании. Если смущает, что это стартап и непонятно, будет ли у него достаточно денег, спросите, а сколько месяцев хватит, как это называется, runway. На сколько месяцев хватит денег, на сколько месяцев работы хватит денег. Например, такие вещи. То есть поймите, что на интервью не только вы должны себя продать, но и компания должна себя продать. Поэтому совершенно честно задавать вопросы
Как на интервью в обратную сторону. То есть пусть теперь компания докажет, что у нее работать перспективно. То есть не нужно это совсем выставлять вот так жестко и как бы надменно. Нет, нужно тут на равных разговаривать, но нужно показать, что у вас есть некоторые сомнения и не хватает какой-то информации. И вот эту информацию нужно как раз запросить. И когда ее запросите, легче будет всем. Вам точно. Если компания не может ответить на вопросы, которые вас интересуют, ну, может быть, вам не стоит там работать, а стоит работать где-то еще. Так. Какой балл был у вас по GMAT, когда поступали в Бакони? У меня GMAT не был, когда шел в Бакони, у меня был только GRE. Там был еще старый GRE, по математике был полный балл, 800 из 800. По verbal части было 600 из 800. Когда шел в Стэнфорд, GMAT был 770. Так, посоветуй курсы по Data Science. Data Mining in Action. Можете записать себе, загуглить. Ведет Виктор Кантер и его команда. Очень крутый курс, они правда очные. Data Mining in Action. Потом есть, это первое. Потом есть курс на ODS. ML Course, по-моему, так и называется. ods.ai. Он удаленный. Очень тоже популярный, недавно стартовал. Бесплатный. Присоединяйтесь. ods.ai. Когда спросят, от кого приглашение, напишите Рогуленко. Это я. Шат, безусловно, очень крутой курс и, наверное, самый жесткий из того, что я знаю. Но он жесткий, много времени занимает. Это третье. И четвертое – это специализация по машинному обучению на Курсере от Яндекса и МФТИ. Очень крутая специализация, и сейчас все ребята-самоучки ее обязательно проходят, и она действительно очень круто прокачивает. Я проходил один курс оттуда и действительно стал гораздо лучше разбираться в том, что там происходит. Так. Будет ли опыт в сфере госслужбы в экономическом блоке релевантным для консалтинга, либо же наоборот станет препятствием? Но сильно релевантным, наверное, не будет, за исключением работы с госсектором. Public sector. Такие компании тоже, такие клиенты тоже есть в консалтинге, безусловно, но у вас есть риск, конечно, что вы будете подвязаны на public sector. То есть вы придете в консалтинг с опытом public sector и везде будете идти на проекты public sector, а когда скажете «я хочу digital», вам скажут делай public sector. Поэтому я бы сказал, если у вас уже есть опыт работы в public sector и вы хотите в консалтинг, то ничего не поделаешь. Уже поздно решать. Если вы думаете, идти ли в public sector, чтобы потом идти в консалтинг, лучше не идти в public sector, чтобы потом идти в консалтинг. Лучше пойти хотя бы в ту же четверку. Там все-таки опыт будет очень релевантный, хоть и зарплата будет так себе. Так, сколько зарплат у стажера part-time в McKinsey? Хороший вопрос, не знаю, потому что я не был никогда стажером part-time в McKinsey. Но подозреваю, что не очень много. Моя догадка, что где-то 40-50, но это опять же догадка. Я работал со стажерами, но никогда не платил им зарплату. Поэтому, не знаю. Да, знаю, что не очень много. Какие основные задачи выполняют junior data scientists? Обработка данных, когда вы берете откуда-то raw данные, вот их нужно причесать и их вставить там в какую-то модель, грубо говоря, которую уже там более-менее разработали кто-то ребята постарше, мидлы. И с ними в сотрудничестве с мидлами, возможно, эти данные как-то проанализировать, возможно, там с применениями элементов машинного обучения. А может быть и без них. Возможно, это будет просто number crunching, анализ данных, и посмотреть за плечо, что делает middle. Но тут надо понимать, что это очень полезный, очень важный шаг, поскольку данные у вас всегда, где бы вы ни работали, будут низкого качества. Они красивые, причесанные, обработаны, бывают только где-нибудь на Кагле. В реальной жизни это не так, и вам нужно понимать, какие бывают косяки в данных, чтобы потом эффективно с ними работать. И стать синьором, не понимая, как обрабатывать данные, нельзя. То есть это важный шаг, который нужно будет в любом случае пройти. Но он, честно сказать, не такой интересный, наверное, не очень научный. Вот от слова science тут, наверное, будет поменьше, но он важный. Он очень важный, и когда наберетесь опыта, я думаю, что это поймете. Сами не обладаю достаточно крутым опытом, чтобы прям про это рассуждать. Был бы я там senior data scientist, я мог бы сказать там поподробней, но
Могу только со своего как бы понимания со стороны, из общения с дата-сайентистами, что они делают, и помню свой опыт в аналитике, где у нас были попроще, конечно, проекты, но тем не менее, где мы обрабатывали какие-то данные. Это очень важная тема, обработка. Так, угу. Можно ли работать 24-30 часов в неделю и при этом учиться в ШАДе? Можно. В ШАДе, вот в ШАДе будете учиться там часов 30-40. 30 будете учиться, но вот получится там 70 часов рабочей недели. Ну, нагрузка так, не маленькая, но можно потянуть. Да. А вообще возможность попасть в Big 3 без учебы в топовых вузах? Проблематично. Я знаю кейс одного товарища, который учился в Пензе, потом по какой-то ошибке попал в прайсы в другую страну, ну, с успехом там поработал потом еще в другой стране, и потом, когда шел в тройку, он шел уже вот с таким крутым бэкграундом, что он в разных странах работал, и, конечно, это хорошо продавалось. Но ему очень повезло, что он вот так пошел в другую страну работать чисто по ошибке. Если бы ошибки не было, то, конечно, попасть было бы проблематично. То есть формального такого требования нет, что вот, типа, если вы не из таких-то целевых вузов, мы вас не берем, но по факту почти всегда так и оказывается. Так, последние два вопроса. Получить MBA тогда, чтобы вернуться в Россию, гиблое дело? Не, почему не гиблое? Бывает, что ребята возвращаются, а бывает, что не могут устроиться в Америке, возвращаться. Бывает, что тут что-то интересное есть. Не гиблое. Проблема, что кредит нужно будет отдавать. И нужно будет идти куда-то, где платят хорошо. Опять же, в тот же консалтинг. Либо рассматривать какие-то офферы еще в индустрии, где вам заплатят. И вы сможете покрыть свой кредит за несколько лет. Иначе там ехать в Россию становиться стартапером, если вам не пообещает там супер крутое финансирование какое-то кто-то, не стоит. То есть, ну, наверное, проще тогда отдавать кредит там в Америке. Так, есть ли у тебя какое-либо отношение к гонконгским, не китайским MBA? Нет, если честно, не знаю ничего про гонконгский MBA, поэтому сказать не могу. Но вообще Гонконг крутой город, и там очень активно развиваются технологии, и entertainment, и вообще экономика, бизнес. Мне кажется, мне было бы интересно посмотреть на как там работать и что там можно учить. Единственное, он очень дорогой город. То есть я бы посмотрел на финансы очень внимательно, прежде чем ехать в Гонконг на какой-то длительный срок. И понять, сколько у вас будет денег, сколько вы будете тратить, насколько вы это потянете. Так, можете ответить на следующие вопросы. Как прокачать математику для прохождения GMAT-like тестов? Решать GMAT-like тесты. Другого способа особо нет. Решать, понимать, что... Ну, подходить нужно, конечно, очень аналитически. То есть, прорешали тест, выписали свои ошибки, классифицировали ошибки, поняли свои слабые места, разобрали их, может быть, прочитав теорию, если не хватает, порешали еще вопросы на эти слабые места, потом опять пошли, еще решили тест, опять нашли свои ошибки, повторили анализ, потренировали слабые места, еще решили тест и так далее. Вот так это готовится прекрасно. Идеально, но может занять время. Но по-другому, кажется, никак. Как бы в никакую кассету в мозг нельзя загрузить, чтобы потом включить play, написать GMAT на высокий балл, нажать стоп и уйти. Придется так делать. Так, что думаете по поводу построения карьеры в Global FMCG? Мне кажется, классно. FMCG такая тема, которая никуда не денется. Вот, несмотря на все disruptions и тому подобное, есть нам все равно нужно будет и пить, и всякие такие товары потреблять, поэтому работа будет всегда. Мне кажется, что самый сильный бренд в мире, опять же, это не связано с оценкой денежной, а скорее с оценкой того, насколько он укоренился. Это Coca-Cola. Вот заменить Coca-Cola не сможет никакой технологический прорыв. Только если мы научимся пить воду, я не знаю, из воздуха. И то она все равно должна быть тогда со вкусом Coca-Cola. Кроме того, их дистрибуторская сеть, которая находится по всему миру, и в любой маленькой деревне вы найдете холодильник с Coca-Colой, говорят о том, что конкуренту повторить такое будет очень тяжело. Другие FMCG-компании также отличаются завидной устойчивостью. Поэтому я думаю, что работать там будет эффективно, интересно и с точки зрения достаточно безопасно.
относительно карьерных перспектив. И плюс там еще работы все-таки будет поменьше, чем в консалтинге. Но при этом бренд-нейм на резюме будет хороший, можете куда-то потом перейти и так далее. Опять же, культура корпоративная будет хорошая в FMCG, скорее всего. То есть работа будет интересная. В целом работать в Global FMCG, я бы сказал, классно. Вот, потому что сильный бренд, хорошая корпоративная культура, пахать не нужно будет прям уж слишком много, но работа интересная. Так. Можешь посоветовать, как гуманитарию прокачать математическое мышление, не только для PhD, а в целом для работы и прочее. Качественно новый уровень. Окей. Опять же, можно порекламировать наш курс по математике, где для гуманитариев достаточно мягко есть вход в математику, но при этом есть объяснение того, как какие-то механизмы там функционируют, как мыслить, например, там всякими объектами, например, при составлении уравнений. Несложно, но в принципе в какой-то степени это мозг гуманитария меняет. Чем более жесткие курсы, сможете брать там более жесткие книги, изучать какие-то более сложные задачи, решать в математике, тем сильнее будет меняться мозг, и тем сильнее будет меняться ваш взгляд на какие-то вещи. Будет становиться более техническим, возможно, там более структурированным. Но, опять же, чем более сложный курс, тем тяжелее это делать, и тем больше времени на него нужно потратить. То есть нужно найти здесь баланс относительно того времени, которое вы можете потратить, чтобы прокачать свой мозг, и результатом, который вы хотите получить. Я бы начал постепенно с каких-то небольших шажков. Опять же, тот же курс по математике. Он для гуманитариев нормален. А потом уже можно усложнять, можно там порешать GMAT. GMAT более сложный. Можно как-нибудь порешать потом GMAT Math, например. Это уже математическая часть, там похитрее задачи. Немножко поучить Linalt, первый курс, там Мехмата, например. Он не очень сложный. Потом перейти на какой-нибудь Тервер получить, полезная штука, в принципе, там, потом Матан, может быть, заботать. Ну, в общем, и вот так двигаться постепенно, пока не надоест. Либо пока не поймете, что прокачали то, что нужно. И мозг поменяется. Так, как, на ваш взгляд, какова вероятность освоения ИТ-специальности и успешной карьеры в дальнейшем человека со 100% гуманитарным бэкграундом? Возможно ли это вообще? Ну, что такое IT-специальность? Продакт-менеджер, например, утверждается сейчас, что да, можно без каких-то навыков крутых технаря. Нужно там уметь анализировать данные, понимать, что там, какие фичи нужны людям, на что ориентироваться при разработке продукта, но самому разрабатывать не нужно. То есть какие-то такие вещи, гуманитарные в рамках технологической компании, наверное, можно освоить. Но освоить там, например, какую-нибудь разработку, гуманитарию, будет непросто. Опять же, реально есть такие примеры, но это будет непросто. Если готовы это делать, супер. Но я скажу, что, не знаю, для меня это было бы сложно. То есть сам бы я, наверное, не потянул, если бы у меня не был какой-то технический бэкграунд. Так, расскажите про свое начало карьеры. Где начинали, кем? Какие ошибки совершили в начале пути? Какие правильные шаги сделали, оглядываясь назад? Это достаточно длинный вопрос. Но окей, я постараюсь ответить concisely, что называется. У меня была парочка стажировок в МГИМО еще, в Ситибанке в бэк-офисе работал, там разрабатывал какие-то небольшие процедурки в Visual Basic. Кроме того, подрабатывал переводчиком с итальянского языка. Была стажировка еще по статистике исследовательской, а потом в McKinsey пошел работать сразу после магистратуры. Сложности, с которыми столкнулся, это, наверное... Я бы выделил, наверное, две основных сложности. Это, с одной стороны, неуверенность в себе, а с другой стороны, ожидание, что тебе дадут большое задание, независимо от других людей. И из того, и из другого следовали какие-то потом трудности в работе. Неуверенность в себе заставляла, например, молчать на всяких проблем-солвингах, обсуждениях в команде, хотя у меня были какие-то умные вещи, но люди, конечно, это не знали, думали, что я не шарю. А ожидание, что мне будут давать какие-то независимые участки работы, привело к тому, что меня огорчало делать какую-то скучную работу. Я думал, ну как это можно делать? И не всегда делал ее хорошо.
И, на мой взгляд, в этом была моя ошибка. Потом я исправился, конечно, но мне был такой фидбэк, что типа нужно делать внимательнее, аккуратнее и тому подобное. Даже те вещи, которые мне кажутся бесполезными. Вот если бы мне прибавилось вот такого вот опыта, не опыта, скажем так, здравого смысла, наверное, и умение менеджить свои эмоции и свой эмоциональный интеллект, я бы работал, конечно, гораздо лучше. То есть, с одной стороны, активнее бы вовлекался в обсуждение, не стеснялся что-то сказать, высказать свою точку зрения, но при этом делал работу хорошо, качественно, даже ту, которая кажется неинтересной. И в целом, наверное, из этого всего следует, что часто ошибка бывает у людей, которые только начинают работать, что они приходят и думают, все, сейчас я парочку лет поработаю здесь и буду потом менеджером, а потом я стану следующим Цукербергом. Вот так не бывает никогда, кроме, наверное, случая Цукерберга, ну и бог с ним. Карьера строится постепенно и достаточно долго. И дорогу осилит идущий, но нужно по ней постоянно идти и не бояться каких-то мелких шажков. Возможно, в какой-то момент у вас получится сделать большой шаг. Вы вас быстро повысите на какую-то крутую позицию, либо, я не знаю, вы компанию откроете, либо еще что-то. Но по умолчанию они не происходят. Они происходят, эти большие шаги, только когда вы сделали кучу мелких шажков. И вот эти мелкие шажки, те, которые вы делаете каждый день, определяют потом траекторию вашего движения. Вот это важно помнить, когда вы начинаете только работу, и не думать, что сейчас мир будет у ваших ног, и вам должны платить огромную зарплату, а еще там вам должны давать крутые задания. Нужно, мне кажется, иметь некое такое смирение и уважение к работе, к своей, и любовь к ней, какая бы она ни была. Насколько не любить можно работу и в той же тройке, и в крутой компании и тому подобное. И при этом любить можно работу, там, даже ту, которая считается не крутой. Там, не знаю, можно любить работу уборщика или грузчика. То, что считается в обществе не таким крутым, на самом деле можно делать качественно круто, и поэтому при этом на этом вырасти за счет того, что вы уважаете свою работу и стараетесь ее делать хорошо. Вот, наверное, такой подход к работе – это то, что мне стало приходить со временем. Это вот третья часть, чего не хватало. То есть не хватало сначала, с одной стороны, уверенности в себе, с другой стороны, терпения делать неинтересную работу, а с третьей стороны, уважение к своей работе и ориентацию все равно на крутой результат во что бы то ни было. Так, как вести себя, с кем общались на работе, как зарекомендовали себя, резюмирую, как вести себя на первом рабочем месте, джуниору-стажеру, чтобы сделать это позитивным вкладом в будущее. Так, ну как раз примерно то, что я и рассказал. Вроде бы. Так, дальше. Расскажи, пожалуйста, как ты успеваешь уделять внимание своим детям? Какие школы, дошкольные организации посоветуешь в Москве? Наверное, да, я не буду, тут вдаваться в подробности, просто потому что это не совсем про карьеру. Ну, у меня есть четкие семейные дни, которые я провожу дома. И я стараюсь в эти дни практически ничего не делать, кроме там минимальных каких-то вещей по работе, и все об этом знают. То есть вся моя команда созванивается со мной там в рабочие дни в любое время, в дни выходные я почти не отвечаю, стараюсь все заменеджить заранее. Бывает, конечно, аврал, и что-то случается, что нужно уделить внимание вот в семейный день, и тогда семейный день передвигаю просто, и тогда провожу время с семьей в другой день, но также полноценно. Если бы так не делал, наверное, проводить время с семьей было бы очень тяжело. Школы, дошкольные учреждения пока порекомендовать, наверное, особо не могу. Но знаю, что это большая проблема, с которой мы скоро столкнемся и, видимо, придется как-то решать. Экзит из консалтинга, в какую компанию направлений, привязан к проектам, в которых участвовал? То есть, например, делая госпроекты в консалтинге, трудоустроиться в ритейле потом не получится? Но, опять же, самое классное трудоустройство будет то, которое у вас будет по итогам вашей работы в консалтинге, то есть на основе связи, которую вы там наработали. Понятно, если вы работали с госсектором, у вас не будет связи в ритейле. И тогда вы будете идти просто как general аппликант такой, чуть ли не с HeadHunter. Толку от этого, конечно, будет не очень много.
Вот если вас кто-нибудь порекомендует хотя бы как крутого специалиста, то тогда все равно получше. Но еще лучше, если сама компания вас позовет. Соответственно, лучше всего, легче всего уходить в ту сферу, в те компании, с которыми вы работали. Не значит, что в другие сферы нельзя уйти, но проблематично. Так, расскажи, как прошли с семьей этап, когда у тебя практически не было на нее времени. Какие проблемы были, как их решили? Как строить карьеру проще одиночки, без семейных обязательств или паре? Я считаю, что лучше карьеру строить паре. Вообще, решение жениться для меня было самым главным в моей жизни. Я не думаю, что у меня будет еще что-то более важное, поскольку это определило вообще дальнейшую мою траекторию. И я рад тому, как она определила, поскольку, опять же, мой лучший друг, моя лучшая поддержка – это моя жена. Когда мне нужен какой-то совет или мне просто нужно о чем-то поговорить, будь то обсудить какую-то бизнес-проблему или даже просто пожаловаться, что меня что-то не устраивает, что-то огорчает, это всегда жена. И вот такой близкий человек, который всегда с вами будет, он очень важен. И чем раньше он появится, тем лучше. Потому что сейчас, вот, например, я достаточно много работаю, и я не так, чтобы прям много общался с кем-то в какой-то атмосфере, где можно было бы знакомиться, там, строить какие-то отношения. То есть, если бы у меня не было сейчас семьи, строить отношения мне было бы очень проблематично. Поэтому, и там с точки зрения тайминга, мне очень повезло, что я успел познакомиться в университете и успел после универа практически сразу жениться. Сейчас это было бы очень тяжело. Как находил время? Ну, здесь, конечно, вот опять же работает эта тема с семейными днями. Когда я не мог сам управлять своим графиком, там, в том же McKinsey, я все равно старался менеджить проект так, чтобы не работать на выходных. Вплоть до иногда даже конфликтов, когда я говорил менеджеру, типа, зачем мы это делаем, это не нужно делать, мы договаривались работать вот так. И в итоге я действительно на выходных очень мало работал. Мне кажется, за 3 года я там на выходных работал, ну, может быть, раз 10. И, может быть, раза 3-4 у меня был all-nighter, когда я вот в офисе ночевал и дома не спал. Все, больше не было. В принципе, по меркам консалтинга это считается очень даже неплохой неплохой лайфстайл, но вот за счет того, что я проактивно это менеджил. Конечно, жену это огорчало, и я знаю примеры других ребят, от кого жены даже уходили из-за того графика ребят. Но, наверное, это тоже какой-то тест на совместимость, который нужно будет вам пройти вместе. Как и человеку, который много работает, так и другому человеку, который там работает меньше, либо тоже много работает, я не знаю. Но вот как-то совмещая свои графики и находя время, все равно уделять внимание друг другу. Так, что означает термин digital индустрии? Ну, я думаю, что это то же самое, что технологические индустрии. Опять же, это я такой термин сказал. Если я, то надо же. То, что называется digital, это вообще сейчас проекты, связанные с каким-то внедрением технологий. Бывает даже в обычной индустрии. Вот то, что я бы понял под digital индустрией, это IT-компании. То, что я понимаю под digital направлением консалтинговых компаний, это внедрение технологий в обычный бизнес. Например, сделать из обычного ритейлера онлайн-ритейлер, добавить онлайн-канал. Сделать там какую-то цифровизацию, как лучше сказать, цифровизацию складской информации, так, чтобы у вас там все автоматически подгружалось, данные о складских запасах как-то анализировались, возможно, там за счет камеры какого-нибудь машинного обучения, и все это подгружалось там должным образом для понимания менеджмента. Это какие-нибудь примеры еще. Кстати, если вы вобьете McKinsey Digital, там будет еще куча всяких таких примеров. Вот мне приходит пример еще в голову. Туристическая компания, которой нужно было сделать тоже бранч онлайн и переформулировать себя из офлайн компании в онлайн. Но это, пожалуйста, тот же диджитал проект. Это еще не диджитал индустрия, но как компания в итоге стала диджитал за счет помощи тех же консультантов. Надеюсь, достаточно четко ответил.
Так, дальше. Заканчиваем отвак вышки, работаю джуном DS. Стоит ли поступать в крутую магу типа Рэш, Калтека, Шада и пытаться совмещать? Или же стоит просто развиваться на рабочем месте, выходя в Senior DS и далее? Слушай, если ты учишься на матфаке вышки и работаешь джуном DS, мне кажется, тебе не нужно идти в эти магистратуры. На матфаке у вас там много всякой классной жести так есть, и в Шаде многие вещи так будут знакомы. Мне кажется, что дальше у тебя уже есть хороший фундамент, и тебе не нужно еще ничего к нему особо добавлять. Вот бери, мочи и расти до сеньора. Если поймешь в какой-то момент, что не хватает, ну окей, тогда пойдешь в тот же шат. Но в целом, мне кажется, что с большой вероятностью ты так не поймешь и будешь прав. Так. Не знаю, можешь ли разметить по времени видео. Там как-то это легко делать, по-моему. Не знаю, кстати, если кто-то сможет помочь с разметкой видео, я буду супер благодарен. В прошлый раз ребята помогали, это прям очень было круто. Так. Кстати, я забыл. Не забудьте поставить лайки. Мне сказали, что нужно так все время говорить, иначе все забывают лайки ставить, и потом никто видео не смотрит. В общем, ставьте. А еще лучше, смотрите. У нас есть еще такая табличка. А еще лучше подписывайтесь, если вы вдруг еще не подписались. Так, минутка рекламы прошла, поехали дальше. Так. Не кажется ли вам, что вокруг нейросетей DS слишком много хайпа? Кажется. Это когда даже топ-менеджеры в Сбере заставляют учить Python. Мне кажется, что... Python — это такая штука, которая достаточно просто учится и которой легко пользоваться. Я думаю, что ее стоит всем изучить, но так же, как мы изучаем английский. Зачем топ-менеджменту в Сбере английский? Казалось бы, Сбер — российская компания, где им работать там за границей? Нет, все-таки работают. Все-таки по-английски они говорят. Но Python — это вот такая же штука, как английский. Это язык очень простой и при этом очень распространенный. На нем писать легко, и у него хороший, он достаточно мощный. Если вам не нужен продакшн, там даже и в продакшн можно, но это уже отдельный вопрос, не будем в него лезть, это редкостный холивар. Но, в общем, с точки зрения анализа данных и что-то самому потыкать, и посмотреть, откуда что берется, и данные проанализировать, это очень крутая штука. Поэтому учить Python — это вполне себе разумная идея, на мой взгляд. Вокруг DS, безусловно, хайп. Все думают, что сейчас мы поставим этот black box, который супер каким-то непонятным образом все проанализирует, нейронные сети там сами все придумают, и мы получим прибыль. Вы знаете, как в Саут-парке. Шаг первый — мы воруем трусы. Шаг второй, шаг третий — прибыль. Вот это то же самое. Шаг первый — мы берем нейронные сети. Шаг второй, шаг третий — прибыль. Вот такой хайп есть, безусловно. Когда он сойдет, я думаю, останутся какие-то наиболее полезные применения Data Science, машинного обучения, там остальное вымрет, и зарплаты, наверное, упадут, и вакансий будет поменьше, это правда. Но, наверное, это нормальный ход событий, через который проходит любая какая-то новая крутая штука. Ну и вообще надо сказать, что DS хайп живет подольше, чем тот же блокчейн. Блокчейн вот что-то последний год по понятным причинам подзагнулся. Ну, в общем, короче говоря, хайп есть. Нужно ли так глубоко разбираться в алгоритмах, плюсах и прочих вещах, например, методы оптимизации, которые преподают в шат, чтобы развиваться в машинном обучении? Или все это придет с опытом? Плюсы сами не придут. Оптимизация сама не придет. Ее нужно будет ботать. Алгоритмы, структуры данных, постепенно тоже сами не придут, нужно будет ботать. Смотрите, зависит от того, что вы делаете. Если вы делаете какой-то продакшн, и он должен быть эффективный на каких-то сумасшедших огромных данных, в каком-то сервисе, который должен выдерживать высокие нагрузки, то вам без вот этих вещей никак. Если вы экспериментируете в Jupyter ноутбуке немножко там для себя, что-то анализируете и выполняете то, что Data Analytic, по сути, делает, то вам тогда, конечно, плюсы не нужны. Но, скажем так, если есть возможность это изучить и есть вероятность, что вам это потребуется, лучше это сделать, поскольку потом найти время будет тяжело, и силы тоже. Но при этом, опять же, вот то, что говорил мой брат у меня программист, в Гугле работал, сейчас там в стартапе. И так вот, он говорил, что он бы выкинул плюсы из жизни своей в принципе.
потому что они неудобные, писать на них долго запутаешься. Когда нужно писать быстрый код, ты пишешь быстрый код. Когда нужно писать подробный код, не так часто это нужно. Вот он на Go, например, пишет, и Go ему хватает. А плюсы вообще, говорит, какой ужас. Но при этом там с этим мнением не соглашается куча технарей, и если там в Яндексе такой скажешь, там тоже будет холивар, и, возможно, засмеют. Там тоже на это есть разумное основание. Поэтому я бы сказал, если есть возможность, стоит познакомиться, учитывая то, что мой брат-то хорошо шарит в плюсах, там на уровне второй части плюсов и глубже даже, который в шаде есть. Но при этом ему, конечно, легче говорить, мне это не нужно, когда он уже в этом шарит, это там его в мозгу сидит. Насколько это не нужно человеку, который вообще там не шарит, я бы сказал, лучше учить, если есть возможность. Мне кажется, слишком много романтизации понятия Data Science и очень мало реальных областей ее применения. Романтизации много, но это опять же к вопросу о хайпе, наверное. Кроме умения писать запросы в SQL и Python, нужно умение анализировать и интерпретировать результаты. Это невозможно без знания бизнеса. Но тут как бы курица и яйцо. Знание бизнеса, да, нужно, но при этом, чтобы интерпретировать результаты, нужны результаты. Если у вас нет результатов, то вы не будете знать бизнес. Бизнес заключается в этих результатах. То есть тут нужно понимание развивать и того, и другого. Но, отвечая на вопрос, нужно ли понимание бизнеса для качественной интерпретации результатов, да, безусловно, нужно. Абсолютно согласен. Так. Ой, опять что-то у меня проскочило. Что такое? Так. Вот. Привет, хотел бы узнать твое мнение, насколько ценным является сотрудник, который по образованию финансист на последний год из 2 лет опыта занимается Data Science в финансах на уровне junior? Ценный, смотря для кого. Я думаю, что чисто для финансов, наверное, должен быть ценным, поскольку умеет обрабатывать данные. Опять же, Джун умеет обрабатывать сырые данные, из них что-то вычленять, какие-то закономерности находить. Для работы не в финансах, тоже ценен, но в меньшей степени, поскольку там знания по финансам мне в финансах не нужны. И это возвращаясь к нашему предыдущему обсуждению, что для того, чтобы правильно интерпретировать результаты, нужно понимать бизнес. Да, поэтому в финансах, если ты шаришь в финансах и при этом умеешь обрабатывать данные, то это клево, то ты будешь цениться, конечно. В одном из стримов ты сказал, что в DS за чуть меньше деньги, чем в консалтинге, получить гораздо лучший work-life balance. Но добавил, but I'm not sure this deal is gonna last for a long time. Можешь рассказать более развернуто об этом? Смотри, в Data Science сейчас хайп, как мы только что обсудили. Там бывают очень хорошие зарплаты. Например, у senior Data Scientist какого-нибудь в Сбере запросто может быть 300-400 тысяч рублей зарплата. И это хорошие деньги. Старшему аналитику в консалтинге платят 300. При этом, работая старшим аналитиком, вы будете работать там по 12, 14, 16 часов в сутки. Еще, возможно, на выходных. В Data Science вы будете работать с 10 до 6. И на выходных вы свободны. Это отличный дил. Но насколько долго он протянется, непонятно. Учитывая, что, с одной стороны, хайп может пройти, действительно, и скажет, что Data Science себя не оправдал, а с другой стороны, появятся какие-то автоматизированные системы решения примитивных, очевидных Data Science задач, которые будут применяться. Тот же Сбер и тот же Яндекс давно пытаются автоматизировать Data Science так, чтобы Data Scientists не нужны были для Data Science. То есть какие-то примитивные вещи, возможно, быстро умрут, и зарплаты, возможно, тоже сократятся. В связи с этим, чтобы делать более крутые вещи, и нужно будет больше работать, а получать меньше. Поэтому настигнет и эту индустрию какой-то баланс, на мой взгляд. В какой-то момент это должно произойти. Но когда это произойдет, я не скажу. Есть вопросы, какая конечная цель в создании и развитии... Что такое? Так, развитие Flex. И тут же вопрос, зачем ты этим занимаешься, если есть много других крутых вариантов заработка? Цель Flex — это построить университет.
в котором люди смогут, обладая каким-то базовым образованием совершенно по другой специальности, взять и переучиться на новое. Были финансистом, станете data scientist. Были вы, я не знаю, маркетологом, стали аналитиком. Были вы, это идеальный вариант вообще, конечно, были вы водителем такси, стали блогером. Вот это очень круто, поскольку в будущем нам профессии нужно будет менять очень быстро, очень часто, очень много. Но при этом инструментов для того, чтобы это делать эффективно, пока не так уж много. Они появляются, но их не так уж много. И Flesk станет таким же инструментом. Честно скажу, как это сделать, есть гипотеза, но пока нет точной уверенности. Поэтому мы как раз это делаем сейчас, экспериментируя с разными вещами. Например, один из экспериментов — это вот эта вся тема с влогингом, с видео и попыткой рассказывать что-то интересное, но при этом контентно-содержательное. Насколько это эффективно, ну, пока не очень понятно, поскольку все-таки нас смотрят немного людей. Это не миллион человек, а там 7 тысяч. Сейчас там видео смотрите вас даже меньше. Но у меня есть ощущение, что это можно сделать эффективнее, и если мы научимся это делать, то мы сможем доносить знания эффективно и быстро, так, чтобы они усваивались у человека, и человек мог эти знания применять потом уже в работе. И это будет очень круто. Собственно, в этом и цель. Этим мы сейчас занимаемся и за счет бутстрепинга пытаемся это развить. Насколько получится, ну вот посмотрим. Некие подвижки есть. Другие варианты заработка, да, окей, но я хочу сделать то, что важно для меня, и то, что мне кажется важно для других, а не просто там заработать деньги. Да, просто заработать я мог бы в консалтинге остаться, либо пройти в private equity. Работал бы столько же, но при этом зарабатывал бы там, я не знаю, раз в 5 больше. Ну да, но как бы, а потом в конце жизни, что бы я себе сказал? Что я что-то важное сделал или что я деньги перемещал из одного места в другое? Ну, не знаю. Я думаю, что я не был бы этим горд, и я не мог бы об этом рассказывать там своим детям, что я сделал что-то классное. Заработать просто деньги, но это скучно, и это как-то совсем мелко. Хочется заработать деньги, но при этом пользу людям принести. И вот Flesk — это как раз наша попытка такую пользу принести, при этом, конечно, зарабатывать деньги. То есть совсем делать благотворительность не получится. Любая хорошая идея должна быть самоокупаемой. Если она не самоокупаема, значит, это не очень хорошая идея. Вот к этому мы как раз и стремимся. Почитал рекомендуемую тобой книгу «Эссенциализм», действительно впечатлило. Можешь посоветовать личный топ-5 книг? Хорошо. Личный топ-5 книг. Начнем с писем Баффета, номер 1. Потом «Альманах бедного Чарли», номер 2. Потом мне очень нравится книга, недавно прочитал, Рэй Далио, «Принципы», это 3. Что я еще могу классное сказать? Lean Startup, наверное, это 4. И я пока все бизнесово перечисляю. И автобиография Стивена Кинга 5. Автобиография, почему она классная? Потому что он классно рассказывает, как писать. А писать или, может быть, говорить, выступать на публике, как-то привлекать внимание людей, доносить до них интересный контент — это очень важная штука, которая будет все более важной в дальнейшем. Поэтому я ее отношу к бизнес-книге, к интересной бизнес-книге, хотя она, может быть, частично не о бизнесе. Художественная литература — отдельная тема, но, наверное, ее там не будем пока затрагивать. Как и техническая литература, тоже там совершенно отдельная тема. Так, знаю, что ты занимаешься каким-то своим проектом. Что за проект? А вот, собственно, Flesk он и называется, как канал. Чем занимаетесь, какие перспективы? Занимаемся обучением людей. Пока мы готовим к консалтингу. Перспективы в дальнейшем расширить это до бизнес-аналитики, возможно, до обучения математике, техническим навыкам, потом, вероятно, программирование, data science, возможно. А потом уже какие-то еще отдельные бизнесовые направления, там, связанные с тем же sales, маркетинг и прочее. Почему эти направления? Казалось бы, и так их уже много кто делает, но при этом там очень большой спрос, и
там при этом есть дальше достаточно широкий простор для развития, поскольку все-таки с образованием как его делать сильно круче, чем другие, никто пока не разобрался. Все примерно делают одинаково. И вот этим занимаясь, можно одновременно и деньги заработать, и учиться делать его классно, и делать его эффективно. И в какой-то момент, возможно, поняв, как его сделать сильно круче. Возможно, появится какая-то технология, возможно, VR тут поможет. Я не уверен. Но, в общем, технология, которая поможет это сделать прям сильно лучше. В какой-то момент такой прорыв действительно произойдет. Я думаю, что он произойдет в ближайшие 10-15 лет. И вот пока мы ждем этот прорыв, мы достаточно по старинке преподаем онлайн-курсы живые. Так. Как думаешь, будет ли в ближайшие годы тренд на дата-инженера? Будет ли в дальнейшем развиваться хайп вокруг Data Science? Data-инженер, это по сути Data Scientist, который в продакшн может что-то запихнуть. Я думаю, что да, будет. Тем более, что Data Science будет становиться посложнее и покруче, и там уже нужны будут какие-то посерьезнее навыки, чем просто работа в Jupyter ноутбуке, например. Когда хайп пройдет, не знаю, но при этом крутые навыки все равно останутся ценными. Там более обычные навыки, которые как у всех, они будут менее ценными. Так. Опять у меня что-то все съехало. Имеет ли смысл через 3-4 года опыта в DS перейти в стратегический консалтинг, чтобы расширить опыт, улучшить бизнес-скиллы и принять лучшие практики? Мне кажется, может быть, кстати. Потому что если ваша цель потом все-таки в general management пойти, то от технические навыки нужно иметь там, в каких-нибудь IT-компаниях, но при этом нужны еще и бизнесовые навыки. То есть ради этого часто программисты идут на MBA, например, чтобы попытаться перескочить на менеджерские позиции, уже такие бизнесовые. Консалтинг может так сделать действительно. То есть вы поработали техническими какими-то вещами, позанимались, шарите уже в разработке, и там в том же Data Science, а теперь еще и бизнес-составляющую под это подобрали. Да, это может быть хорошая идея. Какие офисы Big 3 в Европе берут на старту позиции только с английским языком, кроме Лондона? Вы знаете успешные кейсы русских ребят, которые прошли туда? Если учиться сразу там, то возможно. Если вы там не учитесь, то проблематично. Сразу без местного языка могут взять в Голландии и, возможно, где-нибудь в Скандинавии. Хотя не уверен. Но, в общем, Северная Европа, она более ориентирована на английский язык. Восточная Европа и Южная Европа на английский язык не ориентированы нисколько, и там нужно знать местный язык. Вы не устроитесь никогда в итальянский McKinsey, если вы не владеете итальянским в совершенстве, а еще лучше быть итальянцем. То есть, например, у меня тоже был очень хороший итальянский язык, когда я заканчивал Бакони, но все равно его не хватало, чтобы пойти работать в какие-то местные компании. Ну, вернее, часто отказывали. Наверное, если бы я сильнее пушил, куда-нибудь в итоге взяли, но топовые компании не так за мной охотились, как, например, в McKinsey, в московский офис меня прям с радостью позвали на собеседование. Не то, что сразу оффер дали, конечно, нет, но позвали на собеседование. Угу. Лайк, подписка. Спасибо! Да, точно, рекламная пауза. Так, Шат, это больше научка или практика? Это больше про науку. Практика тоже есть, но там все-таки глубокие вещи более разбираются, там математическая база дается еще. Ну, вернее, как, не совсем с нуля, тебе нужно ее обладать уже некоторой базой, но она углубляется там. Для практики такая математическая база часто не нужна, но при этом для каких-то сложных вещей, state of the art, она нужна. Так, аккуратная реклама Ростелеком и Сбербанк. Не, она, кстати, съехала, по-моему. Сейчас я секунду посмотрю. Ну вроде... Нет, честно скажу, за рекламу нам не платят. Но почему бы нет? Так, какой язык изучаете? Учите? Смотря какой. Язык человеческий, английский, итальянский, немецкий учил. Язык программирования начинал с Паскаля, потом был Visual Basic, потому что мне на нем пришлось стажировку проходить. Потом R, потом вот недавно плюсы, целый семестр учил, теперь Python. В общем, неважно, там язык на самом деле такая штука, которая учится быстро. Язык программирования учить легче, чем человеческий язык.
лишь бы была в нем потребность и практика. Опять все съехало. Что такое? Предсказания по топ-3 темам будущего, как сейчас, DS, блокчейн, AI и тому подобное. Не скажу, к сожалению. Я такими навыками Кассандр не обладаю. Но скоро у нас будет очень классный гость, который в этом шарит гораздо лучше, чем я. И вот от него мы подобное послушаем. Так что stay tuned, скоро у нас будет очень клевое интервью. Кстати, как вам интервью с Костей Борисовым? Интересен ли вообще такой формат? Типа, что люди могут делать после консалтинга из таких крутых вещей, как стать консультантом, космонавтом, или нет? Пишите, пожалуйста, в комментариях, что интересно, поскольку мы на эти комментарии ориентируемся и потом стараемся создавать контент, который нравится людям, который интересно смотреть. Если что-то не нравится, мы делать не будем. Альманах бедного Чарли. Да, он самый. Так, нужно ли изучать плюсы и шарпы специалисту Data Science, Machine Learning, или Python достаточно? Ну, если просто Data Analysis, то Python достаточно. Если Data Engineer, когда вы в продакшн что-то пихаете на сложных системах, то стоит плюсы изучать, да. Хочу в консалтинг. С чего начать и чем продолжить? Вбей в гугле Consulting 9-Week Prep. Это статья, которую я писал еще года 3 назад про подготовку. Там все написано, с чего начать и как продолжить, и достаточно много всего там поймете, а когда уже не хватит информации, там пойдете на канал и все опять прочитаете, либо спросите уже более детально. Что хочешь сказать касательно исследовательских некоммерческих организаций по типу OpenAI и тому подобное? Что можешь? Ничего, если честно, не могу сказать. Придумывать, наверное, не буду. К сожалению, некомпетентен. Расскажи, кем ты начинал, в каких компаниях работал. Ну, как я говорил, работал в Ситибанке стажером, работал self-employed переводчиком с итальянского и на итальянский, а потом в McKinsey работал 3 года, и все, а потом работал во Флес директором. Опять все уехало. Так. Как часто в консалтинге бывают пробоно проекты? Частоту не скажу, но периодически бывает, особенно если они могут круто смотреться, как, например, какой-нибудь проект с Третьяковкой или с Большим театром. Я не делал ни один такой, если честно, но иногда они бывают. Какие функции в MCG могут быть наиболее релевантны или похожи на работу в консалтинге? Маркетинг, наверное. Поскольку там в маркетинге нужно делать анализ данных, понимание, какие каналы работают, какие не работают, делать из них выводы количественные, которые потом превращаются в качественные результаты next steps. Вот это похоже на консалтинг. Ну, финансы, наверное, тоже будут релевантны в какой-то степени, но финансы часто будут достаточно такая типовая, однообразная отчетность, насколько я себе это представляю. Это не совсем консалтинг все-таки. Аналитика та же предиктивная, но это, наверное, часть маркетинга в FMCG. Вот она тоже будет релевантна, прям очень, очень даже. Спасибо за книги, пожалуйста. Нормально ли, если директор ничего не отвечает на длинные полотна про свое видение стратегии развития компании? Работа бизнес-аналитиком, но на самом деле правлю ТЗ, общаюсь с клиентами и прочее. Ну, это нормальная работа, правлю ТЗ, общаюсь с клиентами, ну и круто. Директор ничего не отвечает на длинные полотна про свое видение стратегии. Ну, это нормально, кто будет отвечать на длинные полотна? Не знаю, когда мне пишут длинные сообщения, я огорчаюсь, потом, когда нахожу время, я отвечаю на них, а если не нахожу, не отвечаю. Если мне спрашивают какой-то конкретный короткий вопрос, короткое полотно, 2 строчками, 2 предложениями, то, конечно, я с большей вероятностью отвечу. Я такой не уникальный. Такие же и директора остальные тоже. Поэтому будьте короче. Скажи, пожалуйста, на каком этапе подготовки лучше воспользоваться вашим курсом структурирования кейсов? Так, структурирование кейсов лучше, когда вы типа 5-10 кейсов прорешали. То есть примерно знаете, как это все работает, какие бывают проблемы. То есть у вас какие-то свои проблемы уже появились. Но при этом еще не успели наработать какой-то постоянный навык. Тут проблема в том, что если наработаете навык не тот, это знаете, как научиться в гольфе бить по мячику неправильно. То потом тренироваться бить далеко или разными клюшками не будет уже смысла. Тут нужно сразу поставить удар нормально. Но все-таки, чтобы поставить удар, нужно хотя бы понять, что есть шар, есть клюшка, есть какая-то цель. Вот это как раз должны сделать 5-10 кейсов. Я думаю, что вот это был бы идеальный как раз сетап.
Расскажи вкратце про свой рабочий день. Как более эффективно выделять время на обучение и не тратить попусту? Вот, мне кажется, здесь книга про эссенциализм очень поможет. Берете, выписываете кучу дел, которые вам нужно сделать, выбираете из них то, что важно, и делаете. То, что не важно, не делайте. В начале месяца полезно выписать основные свои приоритеты. Вот у меня там выписано 3 приоритета. Вот я на них и ориентируюсь. Другие вещи делаю, когда нужно, но, в принципе, стараюсь минимизировать. Какие-то ненужные встречи лучше выкинуть. Нужно научиться отказывать людям. Когда вас просят что-то сделать, но вы понимаете, что толку от этого будет мало для достижения ваших целей, а время вы потратите, нужно отказаться. Тогда и время остается на учебу. Ну, не то чтобы много, но, опять же, если побыстрее что-то изучить, быстро посмотреть на скорости 2 и не ездить, допустим, вживую на лекции, а смотреть видео, то, в принципе, можно. И опять же, если не обладать каким-то требованием, что-то типа, как сказать, вот я хочу все 5 получить в ШАДе. Вот так не стоит делать. Если отказаться от такого перфекционизма, то успеть можно. Интервью с Костей было просто топовое. О, супер, отлично! Интервью с Костей понравилось. Это хорошо. Хотелось бы и дальше видеть в качестве гостей ярких и неординарных. Супер. Тогда будем звать. Успешный опыт, 33 года, успешный опыт в продажах. Есть ли перспективы переходить в консалтинг? Ну, смотря где. Опять же, если у тебя нету каких-то топовых брендов международных в резюме, то не очень есть перспективы. При том, что если ты крутой продажник в 33 года, то ты, возможно, выстроишь карьеру себе лучше, чем в консалтинге, потому что продажники крутые зарабатывают очень-очень круто. И, стать крутым продажником нисколько не легче, а может быть даже сложнее, чем стать крутым консультантом. Поэтому подумай, нужно ли тебе менять шило на мыло. А если все-таки нужно, то нужны, конечно, бренды. А так просто крутой продажник-самоучка, закончивший какой-нибудь там Суходрищенский государственный, к сожалению, не зайдет в консалтинг, скорее всего. Просто потому, что смотрят встречают по одежке, скажем так. Встречают по одежке, а вот эти все универы — это и есть одежка. Так. На HeadHunter мало вакансий Data Scientist, к тому же там не указаны вилки. Работодатели ищут выпускников топовых вузов сами, им советуют, кому предложить оффер, или на рынке действительно мало вакансий. Смотрите ods.ai. ODS. Там полно вакансий, там есть вилки, а если вилок нет, то кидает помидорами и включает трэш. Поэтому туда как раз заходите, там много всего. Так, не нужны ли специалисты по машинному обучению типа Junior в вашей компании? Пока нет, потому что мы очень небольшие. И вообще я считаю, что нужно нанимать людей как можно реже, желательно почти никогда. Поскольку это и постоянные расходы, и это как бы сразу привыкаешь уже к тому, что можешь кому-то что-то делегировать, и появляются новые задачи для этого человека, которые прям не сильно такие важные, и на человека нужно тратить время, чтобы он вошел в корпоративную культуру и начал пахать вместе со всеми и хорошо это делать. Мы нанимаем, пока вот у нас там команда 5 человек. Пока больше нанимать не планирую, просто потому что неэффективно. Вот когда вот прям припрет и по-другому уже никак, вот тогда нужно нанимать. А пока этого нет, лучше, скрипя сердце, сжав кулаки, находить эффективности, обзавестись лучшей техникой, лучшими технологиями и за счет этого работать меньшей командой, чем набрать большую команду и потом делать все неэффективно, медленно, потому что вы уже большая машина. Так. Расскажите про кванты, что думаете про это? А что именно про кванты? Что такое? Кванты — это в смысле количественный трейдинг какой-нибудь в банках? Или что? Или знания по математике? Напиши поконкретнее, пожалуйста, а то я не понял. Так. Какой опыт в ДС наиболее релевантен для стратегического консалтинга? Обработка данных, вывод из данных и презентация данных, презентация результатов. Вот то, что вы делаете на всяких митапах, хакатонах, либо, может быть, на каких-то Яндекс-тренировках и тому подобное, вот это очень полезно. Умение рассказать о своей работе очень релевантно. Как и умение эту работу проделать. То есть какие-то супертехнические сложные вещи не нужны,
умение данные проанализировать и сделать из них вывод, вот это нужно для стратегического консалтинга. Почему людям важна зарплатная вилка? Ну, чтобы понять, сколько зарабатывать, наверное, поскольку чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя денег на что-то потратить, тем больше ты себе можешь позволить. Ну, наверное, так. Что такое гросс в контексте вилки зарплаты? Гросс – это с учетом налогов. Вернее, не так, без учета налогов. То есть те деньги, которые работодатель вам платит, а вам еще нужно с них налог заплатить. Вот нет – это без налога. Гросс – это число с налогом, то есть гросс больше, чем нет. На руки вы гросс не получаете, вы получаете нет. Хватает ли вашего курса по математике для покрытия математической части GMAT и PST? PST хватает, GMAT нет, потому что в GMAT есть еще геометрия, тригонометрия и, по-моему, даже иногда стереометрия. Вот мы ее выкинули из курса по математике для того, чтобы сфокусироваться на анализе таблиц, графиков, эффективных расчетах, построении уравнений, формул и тому подобное. То, что для вот таких тестов более релевантно. Мы, думаю, сделаем расширение до GMAT еще, но пока не сделали. То есть пока я бы сказал, что это не про GMAT, это именно про тесты в консалтинговой компании. Так, дальше. Благодаря твоим видосам сдал PST. Супер! Красавчик, так держать. А еще и интервью пройди, а еще и оффер получи. И потом расскажи. И вообще будешь в тройне красавчик. Так, через 2 недели интервью, иду на SBA Junior Associate. Опыт решения кейсов нет. Сколько кейсов нужно порешать реально? Тренироваться не с кем. Ну, слушай, тренироваться всегда есть с кем. Поищи. В интернете полно мест. Costa Coffee группа, различные кейс-группы студенческие. В интернете есть еще и группы универов иностранных типа MIT. Есть тот же Prep-Lunch. Ну, очень много чего есть. Ищи. Кто ищет, тот найдет. Перед первым собеседованием у меня было где-то 15 кейсов. Перед вторым финальным раундом у меня было где-то 53 кейса, точно помню. Но вот примерно так плюс-минус зависит от того, насколько ты в целом готов там по каким-то более фундаментальным навыкам. Как там структурирование в целом или там аналитика, математика, может быть. Так, про кванты. Насколько это интересные темы для ребят с ДС? Стоит ли этим заниматься? Не знаю, если честно. Сам не работал, поэтому не подскажу. Что больше даст по машинному обучению? Стэнфордские курсы на Coursera или шат? Конечно, шат. Поскольку это 2 года, более глубоко тебя пинают, ты делаешь домашние задания, у тебя крутые люди вокруг тебя. Стэнфордские курсы – это просто как книгу прочитать. Ну вот как, что тебе даст больше? Хороший университетский курс, который ты посещаешь лично, хороший, я имею в виду, а не всякая фигня там в универах, или книгу прочитать? Ну, книгу прочитать ты навыки не наберешь и так глубоко не разберешься. В курсе университетском ты все-таки больше пройдешь. А тут не только курс, тут целая программа. Вопрос просто, что шат больше времени займет. И насколько это полезно, будет неясно. Поэтому, ну, вернее, не так. Насколько это прям потребуется, неясно. Поэтому можно без него и обойтись. Так, все, вопросы вроде кончились. Ну ладно, тогда всем спасибо. Увидимся еще где-то через месяц. Пишите ваши вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь, все дела. Всех обнимаю. Все, до связи.